Сегодняшнее видео я бы хотел начать со слов благодарности нашим дорогим зрителям. Прошлый ролик на этом канале, в котором была рассказана невероятно печальная и жестокая история Сильвии Лайкинс, был очень хорошо вами встречен, особенно учитывая пока еще скромные масштабы канала. Наш небольшой дружный коллектив выражает огромную благодарность всем зрителям за проявленный к нашему творчеству интерес. Я думаю, что примерно 90% из вас, если не смотрели, то хотя бы что-то слышали про культовую серию фильмов ужасов «Техасская резня бензопилой». Первая часть долгоиграющей франшизы вышла еще в далеком 1974 году. Во время рекламной кампании режиссер данного фильма заявлял о том, что в его основе лежит история, произошедшая на самом деле. Это утверждение в большей степени является ложным, хотя в фильме есть прямые отсылки к ужасающим событиям, произошедшим в реальности. Используя громкое заявление о том, что этот фильм имеет под собой реальную основу, его создатель хотел привлечь к своему творению как можно большее внимание. Забегая немного наперед, могу сказать, что получилось у него это очень даже хорошо, но подробнее об этом я расскажу чуть позже, когда речь пойдет о самом фильме. Также в данном видео будет упомянута культовая кинокартина Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года выпуска и еще несколько малоизвестных картин. Все они были либо основаны, либо частично вдохновлены историей Эда Гина, американского серийного убийцы, некрофила и похитителя трупов. Преступления, которые он совершил в окрестностях своего родного города Плейнфилд, штат Висконсин, получили широкую известность после того, как полицейские выяснили, что он выкапывал трупы на местных кладбищах и изготавливал трофеи и сувениры из их кожи и костей. Так как он совершил менее 3 убийств, он не соответствует традиционному определению серийного убийцы. Тем не менее, его история повлияла на создание нескольких вымышленных маньяков. Изучая материал для этого ролика, я вспомнил случай с Джипси Роуз Бланшард, видео про который совсем недавно вышло на этом канале. Казалось бы, какие сходства может иметь история девочки, ставшей жертвой своей неадекватной, но очень хитрой матери, с историей невменяемого маньяка, ставшего прообразом каннибала с бензопилой по прозвищу «Кожаное лицо». Ответ на этот вопрос вы услышите немного позже в этом видео, когда я буду рассказывать про события, произошедшие в реальности. А сейчас я вкратце расскажу вам про фильмы, основанные на личности Гина. Первым в очереди будет фильм Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года выпуска. В нашем сегодняшнем списке это одновременно и самый старый фильм, и самый лучший. Я посмотрел его совсем недавно в процессе написания сценария к этому видео. Образ злодея в этой кинокартине был вдохновлен историей вышеназванного Эда Гина. Какие именно элементы биографии реального маньяка были унаследованы экранным злодеем, я расскажу вам примерно во второй половине этого видео. Сам фильм в целом, по моему мнению, получился очень хорошим. Мне понравилась актерская игра Энтони Перкинса, исполнившего главную отрицательную роль. Также в этом фильме присутствует отличное музыкальное сопровождение и мрачная атмосфера. В этом, кстати, нет ничего удивительного, ведь Хичкок был мастером нагнетания саспенса. Стоит, конечно, уточнить, что в наше время есть довольно большое количество и более напряженных фильмов. Тем не менее, в «Психо» есть некий шарм, свойственный старому черно-белому кино, так что могу смело рекомендовать этот фильм к просмотру. Следующей в нашем списке идет упомянутая чуть ранее знаменитая серия фильмов «Техасская резня бензопилой». Буквально на днях я повторно посмотрел первый фильм этой старой франшизы, выпущенный еще в 1974 году. Называть его очень хорошим я не могу. Сказать, что он является невероятно плохим, я тоже не могу, так как видел фильмы намного хуже. Из себя эта лента представляет трэшовый и очень низкобюджетный даже на то время фильм. На его съемку, по разным данным, было потрачено от 80 до 140 тысяч долларов. Из-за нехватки средств его снимали без выходных в условиях ненормированных рабочих дней. Это было нужно для того, чтобы сократить плату за аренду съемочного оборудования. Для исполнения ролей были привлечены никому неизвестные актеры без какого-либо опыта в киносъемках. Те немногие спецэффекты, что присутствуют в этом фильме, были максимально простыми и дешевыми. Помимо этого, режиссер сократил количество жестоких сцен, рассчитывая на то, что лента получит меньший возрастной рейтинг, но она в итоге все равно получила рейтинг R. Это значит, что лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются к просмотру только в сопровождении хотя бы одного из родителей. Издателя для этой картины найти оказалось тоже очень непросто. Тем не менее, несмотря на все вышеназванные трудности и спорные оценки критиков, фильм стал очень успешным в плане кассовых сборов, заработав более 30 миллионов долларов. Впоследствии он приобрел культовый статус и получил несколько продолжений, а также перезапусков.
Про них рассказывать подробно я не буду, потому что вся их суть и сюжет в целом полностью отражаются в их названии. Это максимально типичные кровавые слэшеры, к тому же в них вообще отсутствует какая-либо атмосфера страха, и там нет даже просто пугающих моментов. По заявлениям режиссера первой картины, Эд Гин послужил только семенем идеи для создания образа маньяка с бензопилой, но стоит отметить, что свой фирменный атрибут в виде маски из человеческого лица он позаимствовал именно у вышеназванного серийного убийцы. Об этом более подробно я расскажу далее в видео. В целом, по серии фильмов «Техасская резня бензопилой». Если у вас есть желание из любопытства ознакомиться с этой серией, то, по моему мнению, вполне достаточно будет посмотреть только фильм 1974 года и более современную адаптацию 2003 года. Тратить время на остальные фильмы этой франшизы лично я бы не посоветовал. Стоит упомянуть о том, что элементы биографии Гина также были использованы в культовом фильме Джонатана Демми «Молчание ягнят» при создании образа Буффало Билла. В этом видео подробно рассказывать про этот фильм я не буду, так как сделал это в ролике про Альберта Фиша. После просмотра этого видео при желании можете ознакомиться и с ним. Ссылка на него есть в описании под этим роликом, а также появится на экране в самом его конце. Также варианты пересказа жизни Гина были сделаны в американских фильмах «Безумие» 1974 года, «Эд Гин. Монстр из Висконсина» 2000 года, а также «Эд Гин. Мясник из Плейнфилда» 2007 года. Это все малоизвестные кинокартины, которые я не стану рекомендовать вам к просмотру, особенно фильм «Мясник из Плейнфилда» 2007 года. Также элементы биографии Гина можно встретить в таких сериалах, как «Мыслить как преступник», «Американская история ужасов», «Кости», «Мотель Бейтсов», «Ганнибал» и «Монстр. История Джеффри Даммера». Стоит упомянуть, что на основе личности Гина также был создан персонаж Эдди Глускина из хоррор-игры Outlast Whistleblower. В самом конце этого списка идет фильм «Некромантик» 1987 года. Это очень натуралистичный фильм ужасов Йорга Будгеррайта. Вот эту пакость я однозначно посоветую вам пропустить. Очень мерзкий фильм. Лично мне хватило поверхностного просмотра с перемоткой большей части этой тошнотворной пародии на кино. Для справки, эта мерзостная пакость идет аж целых 70 минут. Я в общей сложности посмотрел 3 минуты, в течение которых успел увидеть постельные сцены со скелетом, а также настоящее убийство животного. Честное слово, я думаю, что режиссера данной картины нужно подвергнуть очень тщательной психиатрической экспертизе. Мне абсолютно непонятно, зачем и для кого он снял этот бред сумасшедшего. А сейчас мы перейдем к событиям, произошедшим на самом деле. Эдвард Теодор Гин родился 27 августа 1906 года в округе Лакросс, штат Висконсин. Его родители, Джордж и Агаста Гин, также были уроженцами Висконсина. Всего в семье было 2 ребенка. Старшего звали Генри, Эд был младшим ребенком в семье. Мать семейства была крайне религиозной женщиной, а ее супруг Джордж был алкоголиком. Несмотря на глубокое презрение Агасты к мужу, их брак сохранился из-за их религиозных убеждений в отношении развода. Поначалу Агаста владела небольшим продуктовым магазином, а затем приобрела ферму на окраине небольшого городка Плейнфилд, все в том же Висконсине. С тех пор эта ферма стала постоянным местом жительства семьи Гин. Агаста хотела жить вместе наподобие этого из-за своих фанатичных религиозных взглядов. Она была убежденной лютеранкой и обустроила свой дом как можно дальше от других людей. Сделано это было для того, чтобы минимизировать влияние посторонних людей на ее сыновей. Большую часть времени Эд проводил на ферме и покидал ее только для того, чтобы посещать школу. Агаста проповедовала своим сыновьям врожденную безнравственность всего мира, злопьянство и веру в то, что все женщины, за исключением ее самой, разумеется, были проститутками и орудиями дьявола. Каждый день она читала ребятам Библию и, как правило, выбирала те эпизоды из Ветхого Завета, в которых говорилось о смерти, убийстве, судном дне и божественном возмездии. Чуть ранее в этом видео я упомянул о том, что история Эда Гина имеет кое-какое сходство с историей Джипси Бланшард. Если вы смотрели наше видео на эту тему или просто сами знаете историю семьи Бланшард, то скорее всего уже заметили тот факт, что в обоих случаях имело место нездоровое влияние и гиперопека со стороны их матерей. Вот только в случае семьи Бланшард все в итоге обошлось малой кровью, если так можно выразиться. А вот на Эда Гина такое влияние оказало крайне пагубное воздействие. К таким же случаям можно отнести и дело Альберта Фиша. В нашем видео про него упоминается высказывание знаменитого Жака Фреско по этому поводу. Изучая этот случай, он выяснил, что крайне религиозная мать Фиша оказывала на него пагубное воздействие в его детстве. Она запугивала его божественным возмездием за самые обычные дела, свойственные любому человеку.
Для устранения какого-либо недопонимания кое-что уточню. Я не считаю, что пагубное влияние на преступников оказывают только их матери. Я больше чем уверен, что многие не самые лучшие отцы с данной задачей справились бы ничуть не хуже. Видео про Джипси Бланшард и Альберта Фиша вы сможете посмотреть на этом канале. Ссылки находятся в описании под этим видео. А сейчас мы снова вернемся к Эду. Как и все дети, он как мог старался осчастливить свою мать, но она крайне редко была довольна своими детьми. Она постоянно их оскорбляла и предрекала, что им суждено стать такими же неудачниками, как их отец. Попытки Эда и Генри завести себе друзей были строго наказуемы. В подростковом возрасте и на протяжении всей ранней взрослой жизни ребята оставались изолированными от общества за пределами своей фермы. Таким образом, жизнь под постоянным надзором властной и фанатичной матери оказала далеко не самое лучшее воздействие на психику Эда. Его поведение в итоге приобрело некую женоподобность, из-за чего он стал объектом для насмешек и издевательств со стороны своих сверстников. Одноклассники и учителя вспоминали его специфические манеры поведения. Например, беспричинный смех, который придавал ему еще больше чудаковатости. Тем не менее, несмотря на не самое адекватное поведение, Эд неплохо учился в школе. Особенно хорошо давалось ему чтение. В 1940 году отец семейства Джордж Гин умер от сердечного приступа. Для того, чтобы покрывать расходы, Генри и Эд начали зарабатывать деньги случайными подработками. Об обоих братьях у их знакомых сложилось положительное впечатление. Их считали надежными и честными людьми. Помимо работы разнорабочим, Эд также довольно часто брал на себя обязанности няньки. Ему нравилось присматривать за детьми, так как общение с ними ему давалось легче, чем со взрослыми. Тем временем старший сын Генри начал ставить под сомнение взгляды Агасты, что советовал делать и Эду. Также его беспокоила сильная привязанность младшего брата к своей матери, и он плохо отзывался о ней в его присутствии. 16 мая 1944 года недалеко от их фермы вспыхнул лесной пожар, и Генри вместе с Эдом вышли его тушить. Во время борьбы с огнем ближе к ночи Эд потерял из виду своего старшего брата, о чем он сообщил в полицию после того, как пожар потушили. Что подозрительно, после того, как была организована поисковая группа, Эд повел ее прямо к своему пропавшему брату, который лежал мертвым на земле. У полиции были опасения по поводу обстоятельств, при которых было обнаружено тело. Трава в том месте, где лежал Генри, была не тронута огнем, а на голове у него были следы побоев. Несмотря на это, полиция отвергла возможность того, что Генри был кем-то убит, а окружной коронер назвал причиной смерти удушье, вызванное дымом от пожара. Некоторые следователи вполне логично подозревали, что это Эд убил своего старшего брата, но никаких обвинений ему предъявлено не было. После смерти брата Эд продолжил жить со своей матерью. Она умерла 29 декабря 1945 года после нескольких инсультов. Для Гина это стало очень большим потрясением, ведь его привязанность к матери была невероятно сильной. По его словам, он потерял своего самого близкого друга и единственную настоящую любовь, после чего остался совсем один. Он продолжил жить на ферме, как и прежде, зарабатывая на жизнь случайными подработками. Помещения, которыми пользовалась его мать, он закрыл, а сам жил в маленькой комнате рядом с кухней. Свой досуг он проводил за чтением журналов с мрачными историями и книг с приключенческими рассказами. 16 ноября 1957 года исчезла владелица местного хозяйственного магазина Бернис Уорден. Есть информация о том, что в то время в той местности был открыт сезон охоты на оленя. Гин воспользовался этим и застрелил хозяйку магазина, после чего увез ее к себе на ферму. На этот выстрел никто не обратил никакого внимания из-за того, что они в тот момент времени раздавались отовсюду. Сын владелицы магазина сообщил следователям о том, что Гин был в магазине вечером и перед исчезновением сказал, что вернется на следующее утро за галлоном антифриза. Товарный чек на галлон антифриза с именем Гина был последней квитанцией, написанной Уорден в то утро, когда она исчезла. Таким образом, у полиции появились основания подозревать Гина. При обыске его фермы следователи обнаружили обезглавленное тело Уорден в сарае, подвешенное вверх тормашками на веревках на запястьях и с перекладиной на лодыжках. В нее стреляли из винтовки 22-го калибра, а увечья были нанесены уже после смерти.
Обыскав дом, власти обнаружили 4 носа, целые человеческие кости, а также их фрагменты, 9 масок из человеческой кожи, чаши из человеческих черепов, 10 женских голов с отпиленными верхушками, несколько кресел, накрытых человеческой кожей. Голова Мэри Хоган в бумажном пакете, голова Бернис Уорден в мешке, 9 женских половых органов в коробке из-под обуви, черепа на спинках его кровати, внутренние органы в холодильнике, пара губ на веревке для шторы, ремень из женских сосков, а также абажур из кожи человеческого лица. Позже на допросе Гин признался в убийстве вышеупомянутой Мэри Хоган. Это была хозяйка местной таверны, пропавшая без вести в 1954 году. Все найденные в его доме трофеи были сфотографированы в криминалистической лаборатории, а затем надлежащим образом уничтожены. Поначалу на допросе Гин не говорил ни слова. Некоторое время спустя он сказал полицейским, что хочет яблочный пирог. В этот момент следователи поняли, что перед ними находится взрослый мужчина с сознанием ребенка. Затем он рассказал следователям, что в период с 1947 года по 1952 он совершил целых 40 ночных вылазок на 3 местных кладбища. Во время этих посещений он выкапывал недавно захороненные тела. От этого он испытывал какое-то удовольствие, приводящее его в оцепенение. По его словам, примерно 30 из 40 раскопанных могил он оставил в целости и сохранности и ничего оттуда не взял. В остальных случаях он раскапывал могилы недавно похороненных женщин средних лет, которые, по его мнению, были похожи на его мать. Их тела он относил домой, где сдирал с них кожу, из которой впоследствии делал свои, скажем так, трофеи. Например, кожаные маски. Именно этот атрибут впоследствии стал визитной карточкой упомянутого ранее маньяка по прозвищу «Кожаное лицо». Гин признался, что взял тела из 9 могил и привел следователей к этим местам. Те, в свою очередь, не были уверены в том, что он мог в одиночку раскопать и закопать могилу за одну ночь, так как он был довольно небольшого телосложения. Но после эксгумации указанных могил было обнаружено, что они пусты. Таким образом, признание Гина было подтверждено. Вскоре после смерти матери Эд решил, что хочет сменить пол, и начал создавать для себя костюм женщины. Он надевал на себя кожу, снятую с тел убитых им, а также похищенных на кладбищах женщин. Также имеется информация о том, что Гин любил совершать ночные прогулки по кладбищу в таком виде. Во время этих прогулок он фантазировал о том, что это уже не он, а его возродившаяся мать. Этот элемент биографии был использован при создании образа Нормана Бейтса из упомянутого ранее фильма Альфреда Хичкока «Психо». По заявлениям самого Гина, он не вступал в половую связь с телами, которые эксгумировал, так как они слишком плохо пахли. Позже один 16-летний юноша, родители которого дружили с Гином, сообщил о том, что ему было известно о неких сморщенных головах. Сам Эд описывал их как трофеи с Филиппин, присланные его двоюродным братом, служившим там во времена Второй мировой войны. В ходе расследования, проведенного полицией, было установлено, что это были человеческие лица, снятые с трупов и использованные Гином в качестве масок. Местный шериф Арт Шли во время одного из допросов ударил Гина головой о кирпичную стену, в результате чего его первоначальное признание было признано недействительным. Этот шериф умер от сердечного приступа в возрасте 43 лет, через месяц после дачи показаний на суде над Гином. Многие, кто его знал, говорили, что он был травмирован ужасными преступлениями Эда, и что это, наряду со страхом давать показания о нападении во время допроса, привело его к столь ранней смерти. 21 ноября 1957 года над Гином состоялся суд, во время которого он заявил о своей невиновности по причине психической невменяемости. Была проведена экспертиза, подтвердившая его проблемы с ментальным здоровьем. Таким образом, он был признан непригодным для суда и отправлен в Центральную государственную больницу для душевнобольных, а затем переведен в государственную больницу Мэндота в Мэдисоне. В 1968 году его врачи пришли к выводу, что он достаточно вменяем, чтобы предстать перед судом. Суд начался 14 ноября 1968 года и продлился 1 неделю. Судья признал его виновным в убийстве первой степени, но поскольку с юридической точки зрения он был признан невменяемым, он провел остаток своей жизни в психиатрической лечебнице. 20 марта 1958 года, когда Гин находился под стражей, его дом сгорел дотла. Подозревался поджог. Есть информация о том, что это помещение могло в дальнейшем стать чем-то наподобие музея или туристическим объектом. Судя по всему, кому-то из местных жителей данная идея не пришлась по душе. Когда Гин узнал об этом инциденте, он пожал плечами и сказал: «Хорошо».
В 1958 году автомобиль Гина, на котором он перевозил тела своих жертв, был продан на публичном аукционе за $760. С учетом инфляции на сегодняшний день это около 6 тысяч. Купил его организатор карнавальных представлений Банни Гиббонс. После этого он брал с посетителей своих карнавалов по 25 центов за возможность посидеть в этом автомобиле. 26 июля 1984 года Гин умер от дыхательной и сердечной недостаточности, вызванной раком. Его могила на кладбище Плейнфилд на протяжении многих лет часто подвергалась актам вандализма. Впоследствии собиратели трофеев откалывали куски от надгробия. Вскоре почти все надгробие было украдено в 2000 году. Оно было обнаружено в июне 2001 года недалеко от Сиэтла и сейчас находится в музее в округе Уошера. На этом видео подошло к концу. Спасибо всем за просмотр. Поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение лайк или дизлайк. Подпишитесь на этот канал и на Telegram. Напишите в комментариях видео, на какую тему вы бы хотели увидеть на канале в будущем. А также посмотрите другие наши видео на схожую тематику. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всего вам хорошего.